Кофемашину Gadget Classic начали выпускать в 1991 году, и они выпустили лимитированную версию к 30-летию этой модели. Всего их в мире 3000 и в Украине 72. Кстати, найти их можно в Дом кофе. Сегодня я расскажу о том, за что ее так ценят, и об особенностях использования. Gadget Classic получила популярность, потому что это, наверное, единственная модель в базовом сегменте, у которой есть коммерческий холдер и возможность готовить не только капучино, но и настоящий эспрессо. Скажу сразу, для кого она подходит. В первую очередь, это люди, которые хотят наслаждаться процессом заваривания и получать качество эспрессо, как в кофейне. За счет того, что в комплекте есть кремофильтр, она подойдет для новичков и для тех, у кого еще нет кофемолки. Для заваривания можно использовать молотый кофе. Но также она подойдет тем, кто хочет учиться или уже умеет делать качественный эспрессо. Потому что на плохой кофемашине даже опытный бариста не сможет сварить кофе качественно. Также она подходит для энтузиастов, потому что здесь есть возможность модификации, о них чуть позже. Итак, Евгений, мы для того, чтобы настроить, сварили 2 эспрессо сейчас, 2 двойных, 2 допива. Как тебе ощущения от использования и от результата? Я очень удивлен этой машинкой. Мы когда сюда ехали, я очень скептически относился. Я думал, это очередная какая-то жужжалка-переделка, которая выдает... Можно нормально сказать? Ну, я говорю, как есть. Я думал, гаджет, какая-то бытовая машинка эспрессо. Думаю, это опять сейчас начнется та история, что она там продавить не может, еще какие-то истории. Как часто бывает с бытовыми эспрессо-машинками. Бывает клиент, который заказывает кофе домой с помолом под эспрессо, потом перезвонит, говорит, очень мелко, моя кофеварка не справляется. Хотя мы всегда делаем на это погрешность и помол под эспрессо делаем крупнее, чем это рассчитано для профессиональных машин. Хотя вот когда мы начали привариваться на этой машинке, то использовали изначально помол, который ребята используют в профессиональных кофемашинах, и она вот второй шот, и оба они были отличные, просто вот так вот с первого раза и есть. Но второй раз она прогрелась лучше, рожок прогрелся и да, стал потому мы просто часто его доставали, снимали на камеру портофильтры, крутили его, и, видимо, он чуть подостыл. Но хочется отметить еще то, что она очень быстро греется. Буквально мы включили ее, пока я достал кофе, распечатали пачку, ты говоришь, мне уже можно варить. Я говорю, в смысле, как варить? Она уже нагрелась. Я говорю, да ладно, и на самом деле она очень быстро, буквально 3-5 минут. 3-5 минут, да? Да, и она готова уже к проварке кофе. Как результат чашки, с чем сравнить можно? Результат можно сравнить с хорошей профессиональной кофемашиной. На самом деле, я не знаю, как она сварит одинарный холдер, не знаю, будем мы, не будем это делать сегодня. Но так как в кофейнях чаще всего, всегда в последнее время пользуемся двойными холдерами, так и здесь мы сразу руки взяли, мы кремофильтр сняли, да, мы сразу приступили к профессиональной двойной корзине. И мое удивление то, что она выдает такой же шот, как на хорошей, добротной, дорогой кофемашине, которая стоит в кофейне. Бытовые домашние рожковые кофеварки и кофемашины профессиональные, на что она больше похожа? Она похожа, как какой-то, не знаю, то есть гибрид, потому что варит она превосходно, как профессиональная кофемашина, при этом она стоит и имеет внешний вид и размеры, как бытовая какая-то маленькая машинка, как я сказал уже, жужжалка. Приятно ли было делать шот, именно работать с таким рожком? Темпинг, засыпание? Ты знаешь, мало чем отличается от профессиональной машинки. Машинка новая, в принципе, уплотнительная резинка тоже новая, свежая, мягенькая, темпер хорошо попадает. Бывает, когда приступаешь к работе с какой-то новой машиной, то нужно еще пристреляться, то есть поймать, на каком, скажем так, развороте вставлять темпер. Здесь сразу все интуитивно, быстро, легко получается. И сейчас для стабильности, я думаю, мы проварим посмотреть, насколько она стабильно делает результаты, повторяемые. Не знаю, то ли, мне кажется, что шот еще лучше. Какой-то такой более цветочный, чтобы я сказал бы. Лучше раскрылся. Такое мое мнение. Но, в принципе, все 3 шота получились. И... Все 3 можно пить, это самое важное. Да, самое важное. Приятная особенность этой модели – наличие соленоидного клапана, который позволяет после экстракции, когда мы выключаем помпу, вода сбрасывается в поддон. То есть остатки воды, которые в группе, не будут там оставаться, и у вас будет сухая таблетка, если у вас был правильно подобран помол. В то время как в бытовых кофеварках домашних
часто этой функции нет, и вам придется мыть рожок. Получается, вам придется его догревать еще раз, чтобы сварить следующую чашку эспрессо. Здесь же можно сразу варить, выбить таблетку, почистить салфеткой и дальше варить эспрессо. За счет того, что рожок массивный, большой, коммерческий размер 58 мм, сюда очень удобно засыпать кофе, и он очень хорошо держит температуру. Например, бытовые домашние рожковые кофеварки, в них рожок, как правило, алюминиевый, он нестабильный, и, конечно же, работать с ним не так удобно и не так приятно. Но самое главное, за счет того, что это коммерческий рожок, сюда вы можете поставить другое сито. Сейчас можно засыпать 18 грамм кофе, например, в обычные рожковые вмещается, как правило, 10 грамм, то есть здесь можно полноценный допио сделать. Если хочется поставить тройное сито, наверное, придется менять холдер, но вы сможете поставить даже бездонный холдер, например, тройное сито и вываривать 22 грамма. При включении помпы вода попадает в группу практически мгновенно, то есть нет такого, что ты 3-7 секунд ждешь, пока она начнет проливаться. И так вы можете даже по времени делать эспрессо, если у вас настроен помол. То есть не нужно все время готовить на весах. Ну а сейчас переходим к спешлти кофе, потому что некоторые говорят, что не справляется малой температуры людям и получается кислый кофе. Сейчас посмотрим, может у них просто что-то с водой или с кофемолками. Получился пустоват. Пустоват, потому что... 50 секунд экстракции. 50, да, изменили кофе, и нужно помол подстроить. Он не переварился. Просто на запах очень приятный, но по кремам видно. И... Я думаю, полграмма можно снять дозировку. Я бы чуть помол крупнее сделал. Или так. Дозировку не трогал бы. Перемешаешь, потом еще. Угу. Я думаю, больше затянуть. Фруктовый, если выдавить. 37. Попробовать. Выключать на какой? 30. Давай. Стреляет так. Потому что сброс. Мы переварили наш шот из Эфиопии и укрупнили немножко помол. Теперь экстракция прошла быстрее, и в этом шоте уже есть хорошее тело и в вкусе комплексность. Как для спешлти кофе доволен? Варил бы такой? Да, конечно, такой варил бы, даже пил бы. То есть она подходит для спешлти? Она для любого кофе без подходит. игр даже, без всяких температурных режимов. Ну, по поводу температурных режимов, если бы еще поварить какой-то кофе там натуральной обработки, то тут, конечно, надо попробовать. Ну, как бы мытый кофе она варит очень отлично. И сейчас тест капучино. Так, ну я бы... И переключай. Все, можно взбивать. 47 секунд. Так. Ну, Сложно ли было приготовить капучино? Вышел ли он? ну, я бы сказал, больше вышел, чем не вышел. Конечно, к каждой кофеварке, к каждому стимеру нужно привыкать. Но скажу так, что на этой машинке достаточно, ну, несложно сварить нормальный кофе. Единственное, что не совсем удобно
было держать питчер мне, ну, не хватает немножко хода стимера. Вот. Но так с первого раза, в принципе, учитывая, что я латте-артист тот еще, вот, ну что-то и получилось. Как по вкусу? Текстура нормальная? Холодноватый получился все-таки. Не догрел молоко? Да. Можно было догреть. Мгм. Ну это уже от бариста Можно было зависит. догреть, но что-то как-то уже не хватало силы пара, чтобы его... То есть большие порции молока лучше не взбивать. Да, я думаю, большой питчер он не забьет, вот, потому что даже с маленьким уже были проблемы в конце, уже как-то вот выдохся. Я думал, что уже как бы достаточно, и в итоге такой капучино, такой, ну хорошо теплый, то есть недостаточно горячий. По текстуре все нормально устраивает. Да, по текстуре отлично. Из модификаций сюда устанавливают PID, но я бы этого не делал. Единственное, что я бы сделал, это, возможно, изменил давление в группе. Насколько я знаю, с 2015 года используются пружинки разные, можно заказать комплект, и там под определенное давление своя пружинка будет. Делать это очень просто, вскрывается верхняя крышка, заменяется пружинка внутри, и все, вы готовите на другом давлении. И как на ней готовить эспрессо? Для начала включаете, конечно же, там должна быть свежая вода, примерно 3-5 минут она прогревается, можно пролить воду, чтобы разогреть рожок хорошо, можно подождать минут 10, тогда он сам нагреется. После этого делаете ваш эспрессо. Если вам хочется капучино, включаете пар, режим пара. Примерно 50 секунд у нас заняло, чтобы нормально нагрелся бойлер, и делаете свой капучино. При этом, если вы собираетесь после этого делать эспрессо, нужно охладить группу, выключаете пар, проливаете воду, чтобы он быстрее охладился, и можете готовить следующий эспрессо. Учитывая цену, я рекомендую такие машинки однозначно для домашнего потребления обязательно, потому что качество вываривания отличное. Как спешлти кофе, так и премиум. Любой кофе сюда можно использовать.